Привет всем! Вы на канале Ирен Адлер. Сегодня я хочу сделать обзор на книгу о яблонецкой бижутерии, которую купила в одном пражском антикварном магазине. Покупка эта была случайная. Книга стоила вообще просто смешных денег, 4 евро. Я не знала, что это за книга, но сами понимаете, что за такую цену, даже если бы эта книга оказалась полной ерундой, эти деньги это просто ничто. Поэтому, конечно, я ее купила. Выглядит она вот так. То есть снаружи совершенно не скажешь, что это книга о бижутерии. Открывая суперобложку, тоже здесь нету ничего такого вот явного и похожего на украшение. То есть, если вы найдете ее на барахолке, не зная, что она вот так выглядит, вы никогда не поймете, что это может быть такой интересный достаточно каталог чешских украшений. Возможно, это видео будет интересно коллекционерам или тем, кто интересуется историей украшений. Итак, я хочу сегодня пролистать эту книгу. Она называется «Яблонецкая бижутерия». Все очень просто. Автор Станислав Урбан и Зузана Пешатова. Обратите внимание, что здесь есть какая-то еще памятная надпись. Также я хочу еще рассказать о других источниках по истории чешской бижутерии. В частности, у меня еще есть две книги. Две книги Петра Нового. Одна называется «В услугах для моды и стиля». И вторая его книга, но в электронном варианте, тоже называется «Чешская бижутерия». Я немного коснусь всех этих книг, ну а также других источников по истории, которыми я пользовалась и которые вы тоже можете посмотреть. Ну, начнем, давайте уже с этой книги. Я вообще не знала о существовании ее. Надо сказать, что по истории чешской бижутерии книг очень мало. В основном источником всех знаний для коллекционеров служит музей стекла и бижутерии в Яблонце над Нисой. И также, кто хочет атрибутировать свои изделия там, или какие-то особые у них вопросы возникают, они тоже обращаются к специалистам музея. Вот. И третья часть этой книги – это немного истории. Об истории чешской бижутерии я уже не раз рассказывала. У меня есть несколько видео на канале. Вы можете их посмотреть. Ссылки на них, все эти видео я оставлю в описании. Поэтому здесь историю я пересказывать не буду. И в этой книге тоже частично эта история рассказана. Как вы видите, здесь есть вот такие вот рисунки того времени. Можно видеть, как происходило это все в те времена, как обжигались бусины, как они шлифовались, нанизывались на нитки. Все это была домашняя работа. Вы видите, здесь есть и дети. Дети обязательно привлекались к этой работе. Ну, в общем, пока вы видите вот эти вот картинки, я вкратце, можно сказать, и снова буду рассказывать об этом. Вот в этой части об истории рассказывается снова в основном, как зарождалось производство стекла. Оно зарождалось еще с 15 веке начиналось. Ну, а
нас, как коллекционеров, интересует именно история бижутерии самой. И уже бижутерию в том виде, в котором мы ее знаем и любим, с применением металлических частей, это уже было, ну, можно так сказать, с начала XIX века, но с середины XVIII века только появились зачатки как бы к тому, чтобы эта бижутерия развивалась. И многие историки называют такого родоначальника производства бижутерии некоего Иоганна Швана, который был по происхождению шлифовальщиком стекла, но потом в силу своего авантюрного характера занялся продажами и ездил в Германию, в окружающие Чехию страны и продавал там стеклянные изделия, флаконы, бутылочки, какие-то другие изделия. И вот к нему обратились его покупатели с просьбой привозить и украшения в том виде, в котором эти украшения уже были во Франции, в Германии. То есть это были украшения с применением металлических частей, коих еще не знало производство Чехии. Ну и как я рассказывала, что чешская бижутерия производилась простыми людьми, можно сказать, крестьянами, в обычных деревенских домах. Поэтому они понятия не имели об украшениях, дизайне, как бы мы сейчас это сказали. Ничего они предложить этим покупателям заграничным не могли. Поэтому вот эти вот камивояжеры, я не знаю, как их назвать, вот эти люди, которые возили бижутерию, поэтому вот эти люди, которые возили за границу изделия из стекла, они и способствовали тому, что мастера, ювелиры из Германии начали приезжать в Езерские горы и налаживать свое производство там. И, соответственно, обучать местных жителей, что нужно делать, как. Заодно начали производиться металлические части для бижутерии, которые могли местные жители использовать в своей работе и делать уже готовые изделия. То есть я думаю, что вы понимаете, что вот раньше они производили просто бусины вот такие, а теперь они уже прикрепляли эти бусины на крючочки, там на какие-то другие комплектующие и создавали полноценные украшения, броши, серьги, ну и другие изделия. Что касается этой книги, здесь, как вы видите, мы перешли уже к части с иллюстрациями, их здесь вот очень много. И на одной стороне есть вот название этого украшения и, самое главное, дата, когда они изготовлялись. То есть вот мы можем как бы примерно понимать, вот если вдруг в вашей коллекции или где-то вам попадется вот похожее какое-то изделие, то вы будете уже знать, что это вторая половина XIX века, как здесь написано. То есть эти вот цветочки – это стеклянные элементы. Естественно, все это дополнено металлическими частями. И вот такие украшения производились уже в XIX веке. На этой иллюстрации, допустим, вот показаны просто стеклянные пластинки без оправы. То есть это стекло, которое могло вставляться и в серьги, и в кулоны, и в броши, в любые изделия. А вот такие вот изделия производились
в середине 19 века, в частности, вот эти вот тоже части. Вторая четверть 19 века здесь написано. Этот, например, гарнитур из дутого стекла с рисунком золотом, 40-е годы 19 века. И обратите внимание, наверное, вы знаете, что броши 19 века имеют всегда длинную иглу, которая выступает за саму брошь. Она видна. Это запонки для манжет и для шейного платка. Мозаичное такое стекло, вторая четверть 19 века. Возможно, фотографии здесь не очень качественные. Все-таки книга 65 года, ей уже 60 лет. Вот эта вот картинка из музея. Эта брошь именно очень часто попадается в книгах, мне кажется, и вот в этой книге она есть. Но вся сложность, почему цена эта книга, это чем она цена, это тем, что здесь много картинок. И к этим картинкам идут атрибуция времени. То есть вот эти бусы, дутые бусины, как вы видите, здесь есть еще украшения. Они вот бусины не просто выдута из черного стекла, она украшена наплавленными тоже элементами стеклянными. Это 30-е годы 19 века. И такие вот этот каталог полезен тем, что мы можем посмотреть на какие-то отдельные детали и сравнивать с настоящими украшениями, которые у нас есть в коллекциях, и понимать, каких годов примерно эти украшения. А вот это тоже стеклянные брошки с нанесенным рисунком, 60-е годы 19 века. Это комбинация тампака и бусин под жемчуг, середина 19 века. А это украшение уже, которое имитирует золотые украшения в стиле Бидермайер, 60-е годы 19 века. Здесь мы видим штампованные стеклянные вот эти вот серединки. Хрустальное стекло, 50-е годы 19 века. Это тоже подвеска, серьги, извините, серьги, штампованные стеклянные камни, винтая тампаковая проволока, 1860 год. Стеклянные камеи, 70-е, 80-е годы 19 века. Это стеклянные пуговицы, 1860-70 год. Тоже примерно это же время. И вот это время было, уже начался, в общем-то, расцвет чешской бижутерии. Изделия очень были разнообразные. Конечно же, книга не покажет всего, что мы можем увидеть в музее. А вот эта вот картинка, как тут написано, имитация гранатовых драгоценностей, 1850-80 годы, образец принципа создания яблонецких украшений, по-разному скомбинированные одинаковые детали. Действительно, видите, вот здесь вот две броши, верхняя часть у них одинаковая, нижняя немного разная. Эта же нижняя подвеска используется вот в серьгах тоже. Это тоже пуговицы 1850-80-е годы. Снова камея того же времени. Гарнитур стеклянный, украшенный витой тампаковой проволочкой. А это шпилька для волос.
из дутых матовых бусин, 60-е годы 19 века. Тоже шпильки в прическу. И здесь предполагается, что они были сделаны для экспорта в Японию. Конец 19 века. Стеклянные серьги с поверхностью, отделанной под сталь, 80-е годы. Здесь даже, мне кажется, видно, что вот это вот сапфиритовое стекло. Пуговицы, коих в конце 19 века было великое множество. Ну, а это всем известная черная бижутерия, 90-е годы 19 века. Это черное стекло имитировало гагатовые украшения, которые были в моде в 19 веке. Вела моду на это королева Виктория. И вот в Яблонце очень много использовали черного стекла для имитации гагатовых украшений. У меня есть в моей коллекции две подобные броши. Это пряжка на платье. Эти камни черные наклеивались на проволоку, то есть основа этой броши – это сзади проволока, вот она видна вот здесь вот. Это тоже 19 век, конец уже 90-е годы. Это тоже пряжка. Здесь не только мы видим черные бусины, черное стекло, но и стекло с такой вот стальной поверхностью. И снова булавки, но уже на этот раз булавки для шляп. Они очень длинные, в стиле модерн, 1900-905 год. Это уже начало 20 века. Ну, тут даже не глядя, можно сказать, что это начало 20 века. Стиль ар-нуво существовал очень короткий промежуток времени, лет 15 примерно, с 1900 до 1915 года. Кулон, украшенный эмалью и гранеными стеклянными камнями, 1900 год. А это серебряное филигранное колье, копия с арабского оригинала, сделано в промышленной школе в Яблонце над Нисо до 1906 года. В этом альбоме есть несколько экземпляров с вот этой вот промышленной школы. Конечно же, так как это изделие произведено в школе учениками, то это не серийное производство, оно хранится в музее, и его больше нет подобного. А это ожерелье в форме воротничка из мелкого рубленого бисера, 1910 год. И сразу мы переходим к картинкам 1925-35 годов. То есть с 10 года перескакиваем на 20-е годы. Этот период был периодом Первой мировой войны, когда были тяжелые времена для бижутерии. Многие заводы переквалифицировались и производили что-то другое для армии. Также было запрещено производить латунные украшения и из недрагоценных металлов. Тот, кто мог себе позволить, в это время производил украшения из серебра, как, например, Гейнрих Бердичка, если вы знаете такого заводчика. Ну, такое популярное, известное имя, хотя очень часто на постсоветском пространстве это имя используют просто так, вообще не зная истории. Если вам интересно, расскажу пару слов об этом. Генрих Бердичка – это был заводчик. Он начинал со своей домашней, можно сказать, мастерской. Он был профессионалом, заканчивал вот ту же вот эту вот промышленную школу в Яблонце над Нисо. И постепенно он вырастал в очень крупный бизнес. И до начала Второй мировой войны он производил и серебряные изделия, и бижутерию, и портсигары, и разные крупные изделия.
Также он поставлял комплектующие для производства украшений другим мастерам, другие мастерские. Ну, это были большие заводы. Естественно, после войны все его хозяйство было национализировано, и он уехал в Австрию. Сейчас этот бренд выпускает украшения в Австрии серебряные, естественно, современного дизайна под брендом Лорена. Но уже, конечно же, не в таких масштабах, как существовал этот бизнес до Второй мировой войны. Ладно, я отвлеклась немного. Так, здесь мы видим стеклянное колье в форме воротничка из штампованных и граненых частиц. 32-35 год, 1932-35. А это уже шатоновая брошь, вторая половина 30-х годов 20 века. То есть в это время уже появляется это стиль арт-деко. И в этом стиле, я думаю, что вы знаете, часто очень можно встретить эти украшения, усыпанные полностью шатонами. Шатоны – это стеклянные камни, которые с задней стороны покрыты амальгамой и имеют вот такую вот конусообразную форму. Такое название шатоны начал использовать один из производителей. К сожалению, я не помню его имени. Ну, в общем-то, в принципе, я думаю, это не важно. Вы вряд ли тоже его запомните. Но с тех пор эти камни так и начали называть шатонами. То есть, если вам нужно где-то найти, вы хотите купить в Чехии или где бы то ни было, в Европе, возможно, эти камни, там, может быть, для восстановления старых украшений, то вам нужно искать именно это слово шатон. Называются эти кристаллы шатоны. Далее филигранный кулон, украшенный гранеными камнями, образец тонкой работы мастеров бижутерии 35-45 года. То есть это мы уже подходим к вершине, так сказать, бижутерного искусства чешского. Это лучшие годы. Украшения между Первой и Второй войны, это период Первой Чехословацкой республики. Эти украшения особо ценные считаются у коллекционеров, потому что это был расцвет бижутерии, самые красивейшие украшения этого периода. Если они у вас есть в коллекции, то берегите их, носите и, возможно, коллекционируйте. Так, дальше это уже гарнитур 50-х годов 20 века, то есть это уже советское производство, когда все заводы были уже национализированы, все предприятия были сформированы из них уже фактически другие предприятия, работали на них зачастую другие люди, потому что немцы были выселены из Богемии. И даже многие какие-то традиции или какие-то секреты производства были и утеряны. Вот еще один браслет и брошь производства промышленной школы. Видите, он очень необычный. Это серебро, перламутр и чешские гранаты. Единичное наверняка же опять изделие. Вот классические бусы 1963 года. Это уже железнобродское стекло, один из заводов в Железном Броде, город такой. Тоже экспроприированные заводы, которые принадлежали частным заводчикам, а потом стали уже государственными. Тоже кулон
художественной школы. Здесь уже книга 65-го года, так что здесь мы не найдем вообще украшений дальше 64-го года. Ну и здесь даже уже указаны авторы проекта. Например, это проекты выполнения Алоиз Губичка, 1962-64 год, брошки из перламутра, пластмассы, дерева, рога и металла. Ну, как мы видим здесь, видимо, вот это вот рог, дерево, может это рог, может это дерево, металл. Качество фотографий, конечно, так себе. Так, мы приближаемся к концу книги. Это тоже гарнитур, сделанный учениками школы уже в 60-х годах. Далее гарнитур, выпущенный в 1962 году по проекту Гельмута Йона, национальное предприятие бижутерия. Ну и, как вы знаете, мы очень мало знаем имен именно дизайнеров того времени, потому что само производство бижутерии было разделено на мелкие мастерские. Это были никому неизвестные имена простых людей, можно сказать. Здесь вот только в книге уже, когда дизайнер работал на большом заводе, вот его имена, их имена указываются. Как, например, в этой книге Дагмар Кауфманова «Железнобродское стекло». Это тоже наборные бусины, как вы видите. Такой вот тоже воротничок, ожерелье-воротничок. Далее брошь из камней 1964 года по проекту Отты Полака. Снова колье из отдельных бусин. Ожерелье выпущено в 1964 году по проекту Яны Лумпеовой, «Железнобродское стекло». Гарнитур Марии Сумовой. И последняя, по-моему, это фотография. Проект тоже Отты Полака, предприятие бижутерия. Ну, вот и все. Вот такая вот книга. Еще раз скажу, что книг на самом деле с картинками, а картинки очень важны для коллекционеров, для атрибуции. Их не так много на самом деле существует. И в основном вот у меня есть еще две книги Петранова. Он много лет был директором музея стекла и бижутерии, и очень много в его деятельности очень много выходило статей разных в журналах, в какой-то литературе. И вот в частности две книги он и издал. Здесь тоже есть картинки, но это не каталог, эта книга не является каталогом. А здесь рассказывается о производстве, о самом бизнесе, как он выглядел, о людях, которые этим бизнесом занимались. То есть в его книгах часто рассказаны история заводчиков, история больших производителей стекла. Но здесь имен дизайнеров и каких-то людей, которые создавали эти украшения, их практически нет. В музее мы можем увидеть несколько имен, таких как братья Найгеры. Я думаю, вам тоже известны имена этих двух мастеров. Их украшений очень много в Америке существует, они вывозились на экспорт. Я сейчас попробую вам показать. Вот тот самый Генрих Бердичко, о котором я рассказывала перед этим.
Это брошь Норберта Найгера. Об этом я тоже рассказывала, у меня есть отдельное видео об истории. Ну и таких историй практически не существует, чтобы мы знали вот имена мастеров, кто создал именно эту брошь. Мы можем только в музее часто видеть, вот, например, что это принадлежит, возможно, изделие какого-то заводчика, какого-то завода, как, например, вот с Гейнрихом Бердичкой, клобуковые иглицы, то есть это иглы для шляп с гололиту, это пластиковые пластиковые гмоты, как это сказать. Иногда я забываю, как по-русски это можно сказать, как эти слова. Но даже и здесь, видите, написано, что это чье это фото, но не факт, что эти иглы производил Гейнрих Бердичка. Понимаете? Вот в этом и состоит подмена понятий. Часто бывает, что утверждают, что вот это брошь братьев Найгеров, или там Бердичка и Альтман почему-то приплетают Альтмана еще какого-то, не знаю, к Бердичке. И утверждают, что какое-то украшение это вот именно их. Но чаще всего это просто люди, знаете, которые просто слышали эти имена и понятия не имеют, кто это. И знаете, как красиво звучит. И вроде бы как вызывает доверие у покупателя, и можно задвинуть любую брошку, сказать, что это брошка Бердички и Альтмана. Ну и, конечно, в этом видео я не могу не упомянуть о самой известной книге Сибил Ярксдорф, которая называется вот так, у нее очень длинное название. Этой книги у меня нет, она была издана в Соединенных Штатах, ее можно купить или на Амазоне, или на eBay. Я ее как-то видела, кто-то выкладывал сканы, не всю книгу, но частично. Это, пожалуй, на сегодняшний день самая большая книга с иллюстрациями, которые читают коллекционеры по всему миру. Она, естественно, на английском языке, то есть не на чешском, как все мои книги. Все могут их прочитать. Но иногда я встречала такое, что она ошибочно атрибутирует какие-то украшения, то есть называет, что они одного года, а на самом деле они другого года. Ну и опять же в ее книге рассказывается и история немного чешской бижутерии, но опять же там нету такого, что вот эти броши принадлежат этому автору, эти броши принадлежат этому автору. То есть в случае с американскими украшениями там все понятно, очень часто они маркировались, там стоят клейма бренда, понятно, всем становится понятно, что в этом бренде работал такой художник, такой дизайнер, или сам хозяин, так сказать, бренда был дизайнером. Ну, в общем, история известна. Но дело в том, что все это происходило уже в 20 веке, тем более в Америке, в стране родоначальницы, наверное, маркетинга. Поэтому, конечно, такие каталоги, которые там издавались по американским брендам украшений, они способствовали продажам, были призваны в первую очередь объяснять людям, что это за украшения, чтобы осуществлять продажи. Поэтому таких каталогов там очень много, где рассказывается о конкретных украшениях и их создателях. Чего не скажешь о создателях чешской бижутерии. Поэтому во всей истории и в книгах о чешской бижутерии мы в основном наблюдаем людей, которые
плавили стекло, бусины, создавали какие-то комплектующие на заводе, но мы ничего не знаем о том, кто собрал конкретную брошку, конкретное ожерелье, чем оно известно, выпускал ли этот мастер какие-то коллекции целые, ну, в общем, так далее. Ну и еще хочу посоветовать вам, кто глубоко интересуется именно вопросами создания бусин, создания бисера, потому что чешские украшения – это в первую очередь бисер. Я оставлю ссылку в описании на это видео, хочу его вам порекомендовать к просмотру. Это документальный фильм, в котором показано, как делают бисер, как делали его, как создавали бусины и бисер в 19, в начале 20 века, да и в принципе весь 20 век. Какое это было домашнее производство, что с детства начиная люди уже были в этом производстве. Это целые семейные такие работы были. Это видео, конечно, на чешском языке. Там же вы увидите и Петра Нового, автора этих книг. Но есть такой лайфхак, если вы не знаете, чаще всего многие видео можно включить субтитры на том языке, на котором вам нужно. Ну, я думаю, нам нужен русский язык в основном, ну, по крайней мере, все его понимают. Там есть английские субтитры, но если вы не знаете английского, вы можете нажать там «Перевод», «Перевести», и у вас будет автоматический перевод, вы получите русские субтитры. Так что можете посмотреть этот фильм. Ну а на сегодня это все. Я надеюсь, что вам было еще интересно это видео из истории чешских украшений. Всем пока, до встречи в следующем видео. Подписывайтесь на канал, я буду очень рада вашим подпискам.